Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Нас зовут Виталий и Лада. Сегодня мы приехали в отдаленное испанское село для того, чтобы найти здесь дешевое жилье. Сейчас мы приехали в город с красивым названием Кампелло. Стоит он на море прямо, вот как и Сан-Хуан, находится прямо на пляжах. В общем, у нас одно расстройство. Мы приехали сейчас полдень, и оказывается, единственный автобус, который идет отсюда туда, куда нам нужно, он уходит в 8 часов утра, и он уже ушел, понятное дело. А 14:10 это обратный автобус, через час он оттуда возвращается сюда, в Кампельо. То есть мы на автобусе не можем доехать никак. Деваться некуда, мы вызвали такси Uber. И вот нам пишет, что Мухаммед на Тесле модель 3 подъедет скоро. Сейчас посмотрим, где его можно отследить. Короче, 18 евро будет поездка, стоит нам туда. Но это, в принципе, еще не так дорого. Мы думали, в Италии у нас было 30 евро, да? Да, здесь дешевле. Но нам придется, правда, и в обратную сторону тоже брать такси, поэтому, конечно, обойдется поездочка нам дороговато. Иногда на самолете до Испании легче долететь. Дешевле получается. Это хорошо, Виталик, что здесь есть Uber. Да, кстати, хорошо, что здесь есть Uber, а так-то, в принципе, он дешевле. В Италии, например, его нету, и во многих странах, в Германии нету, поэтому там дорого вообще с такси, проблемы. Кажется, что мир летит вниз, каждый год становится хуже. Лучшие мечты не сбылись, ты здесь никому не нужен. Не переживай, все идет так, как должно. И пускай мы не знаем, к чему это, но куда бы ты в конце не пришел, все будет хорошо. Эта деревня называется Агуас-де-Бусот, и она находится в 7 километрах от морского побережья. По горному серпантину нужно заезжать в горы, и, как вы уже поняли, автобус сюда ходит раз в сутки. Утром и в обед возвращается назад. Доехать сюда можно только на машине. Поэтому мы считаем эту деревню отдаленной, хотя некоторые ее называют городком. По испанским меркам, возможно, это и городок, но в нем проживает всего 1100 человек населения. Мы смотрели на сайте Идеалиста, что здесь продаются полуразрушенные дома и за небольшие деньги. Но относительно небольшие деньги. Сейчас мы пойдем их посмотрим, потому что мы уже издалека видим, что они где-то здесь. Вот похожая картинка была на сайте. Я нашла, значит, два дешевых дома. Один стоит 35 тысяч евро, один 59. Но там нету точного места, точной улицы не указано. Указан только это село и есть картинки. И вот по картинкам я не знаю, права или нет, но я вот чувствую, что это здесь. Похоже, да. Да? Вообще, поскольку это село, оно небольшое, я вижу вон там центр, и вон там такой пригорок, еще одна башня, а вон там море. Море отсюда по прямой в 4 километрах по прямой, но поскольку это горная деревня, спускаться по прямой не получится, 6-7 километров петлять. Дорога на окраине села, как видите, грунтовка, вообще нет асфальта, но надо сказать, всю дорогу, пока мы сюда ехали, дорожное полотно было отличным, вообще шикарнейшая дорога. Красивейшие горные виды, пейзажи, Да. то есть, и посмотрите, и море, из домов, из окон, скорее всего, видно море, обалдеть. Видно море — это хорошо, это только вид, потому что поездить на море отсюда сложновато. Но мне кажется, они плохо живут. Смотрите, какие домики милые.
Представьте, есть какая-то квартирка в Украине, да, которую можно продать, получить за нее там 35-40 тысяч максимум, да, и вложить в какое-то жилье в Испании. Где это можно сделать? Ну, только вот в такой деревне. Но реально хорошее ли это жилье, мы сейчас узнаем, потому что по картинкам, конечно, там не то, что требует ремонта, там требуют полной перестройки эти дома. За сколько ты сказала? За 35 тысяч есть, Да, да? 35 тысяч и 59. Но, скорее всего, это где-то здесь, вот прям вот там, где фонарик висит, вот такая узенькая улочка между двумя домами, вот там где-то есть дом за 59, по-моему, тысяч. 59 это дорого. Это Мы с тобой- дорого, и где-то здесь есть тоже разваленное совсем жилье, которое за 35 тысяч. Но мы с тобой в Италии, в таком же горном селе, за 59 тысяч видели дом, который в более приемлемом Да, состоянии был. да, Там да. и ближе к морю было, хотя так же, наверное, приблизительно, да? Я тебе скажу, что здесь жилье вообще-то дороже и более-менее нормальный дом. Вот я тоже нашла более-менее самый дешевый нормальный дом жилой. Это 110 тысяч, это самая дешевая цена. Дешевые цены это самый такой, ну, я не знаю, кирпичи что ли. Ну, сейчас посмотрим. Уже заходя в село, мы видим, что здесь все достаточно культурно. Я должен сказать, что Испания, на мой взгляд, немножко более богатая страна, чем Италия. Такое впечатление. В деревне обычно каждый человек на виду, поэтому нас сразу здесь сейчас заметят. Будет видно, что ходят какие-то чужие. Ну, туристы. Как-то надо сюда забраться. Лада не захотела обходить, решила вскарабкаться на гору. Получается, Лад? Получится, да? Ну ладно. Ай! Ух ты! Лада чуть не упала. Посмотрите, какой тут грунт. Такая глина, песок и камни, все вперемешку. Обалдеть! Вау! Какая красота! Пойдем. Да, вид красивый открывается. Сейчас окажется, что дом, который продается, уже снесен. Тут стоял какой-то дом, видите? Так, друзья, заходим на улочку. Ух ты, как она классно смотрится, да? Вот это действительно аутентичный испанский городок или поселок. Вот, смотрите, нашла 59 тысяч дом. Вот. Смотрите, похожа улица? Похоже. Но нужно к деталям присматриваться, потому что они тут все похожи. Есть какой-нибудь цвет дома, который... Зеленый цвет какой-то, зеленый да. ищем, да? Хорошо. Я включаю фотографию, мы... Мгм. По ней идем, ориентируемся. А другой, который подешевле, тоже где-то рядом должен быть? Где-то, да. Но сначала давай этот, и мне кажется, вот он впереди уже есть зеленый цвет. А, вон там. Да, какой-то и мне зеленый. кажется, это он. Смотрите, какие такие интересные, как игрушечные домики стоят. Оттуда смотрелись как развалюхи, а отсюда приличненько. Сейчас. Ты представляешь, мы приехали в то место, где этот дом. А, его, оказывается, легко найти. Он тут один зелененький. Да, Вон он дальше. вот он. Ах, ну да, точно. Этот зеленый не продается, он жилой, а вот рядом вот этот. Так, смотрите, это не дом, это вообще одна стена фасадная стоит. А, ну там еще одна. Крыши же нету на нем. Вот это 59 тысяч Да. хотят. Вот объявление, покажи. Сейчас у вас на картинке будет вот это вот объявление с фотографиями. Но здесь есть окошко, я думаю, что... И они еще пишут так интересно, шале. Шале это типа отдельный дом с участком. Слушай, ну мы же не в Германии. Я думаю, можно попробовать. Мы даже в Германии заходили.
на частную территорию. Так сюда и заходить некуда. Ну, все Смотри, равно там- хотя бы глянуть, что там внутри. Давай. Там мусор, набросанный мусор. Давай Здесь посмотрим. завязано, видишь? И ты не откроешь, тут запутано. Не, это с плоскогубцами нужно открывать. Да. Мы можем разве что камеру просунуть. Смотри, я снизу могу вот просунуть. Ну, в общем, руины. На самом деле руины. По-моему, и крыши нет, да? Нету крыши, какие-то балки. Короче, руины за 59 тысяч. Это просто... Я не Как-то знаю, не за очень что. интересно. Это, скорее Да? всего, просто за место. Ну, 35 точно такое же. В общем-то, не стоит его искать, это, в общем-то, такое же. Немножко. Этот дом за 59, 59 тысяч. потому что здесь 191 метр. Мгм. Он как бы больше. А здесь 88. Потому что я посмотрела, там в прошлом, которое мы смотрели развалины, ну, там явно больше. Вот такой. Вот он. Друзья, продается вот такой дом, представьте. 35 тысяч. Вот так вот он выглядит. По-моему, там вообще ничего больше Там нет. ничего нет. Тут просто стена, Может, это да? тоже не он? Слушайте, это столько таких домов. Приезжайте, покупайте. Это что-то интересное, да? Да. Что-то странное. А вид какой там? Похож? Ну, есть две стены. Две стены тех домов боковых. И все, да. И все, да. То есть пристроить себе можно как бы. Просто место продается, наверное. Ну. Так, пошли дальше. Я думаю, там еще что-то есть. М. Вот так, если заглянуть. Слушай, там, может быть, кто-то сидит. Лучше не заглядывать. Нет, там кровати и вещи Никого? какие-то. Ну, я сняла, посмотрим. Ну, слушай, тут красота. Представляешь, с другой стороны, Виталик, ты покупаешь эти руины, Мгм. ты строишь себе вот такой вот особняк, и посмотри, какой вид у тебя будет. Это просто шикардос. А внизу Да. стоят еще одни руины большие. Мы можем туда сходить. Это кому-то, наверное, специально двери испортили, смотри. Наверняка. Смотрите, как здесь красивенько. А на этом доме прям решетки. А вообще, да, решетки тут везде. Я просто не сразу заметил. Видишь, на окнах решетки повсюду. Ну, правильно. Некоторые Испания. окна не закрыты нараспашку, потому что тепло. Напомню, ноябрь, за середину уже перевалило ноября. Солнечная погода, мы в футболках ходим. Вот она, Испания какая. Горная Испания. Слушай, жить тут в таком красивом месте, это просто какая-то сказка. Конечно, наверное, скорее всего, как и во всех горных деревнях, неудобно в практичном смысле. То есть магазины непонятно где, потом Да. до города далеко, да, автобусы не ходят сюда. Да, Тут нужна с машина. инфраструктурой проблемы, да. Но если есть машина, то, в общем-то, мы ехали сюда от ближайшего города вот всего лишь 10 минут. Может, Ну, 15. надо выбирать, надо просто выбирать, что тебе лучше жить. Допустим, смотри, жить в Аликанте, в этом на дне колодца, в этом муравейнике, да, Да. зато все рядом. И жить вот на такой красоте, птички, море, горы, но без удобств. Это уже кому что от жизни, да? Скитаюсь по миру, снимаю квартиры, транслирую жизнь в прямые эфиры. Здесь хорошо, там тоже отлично, но надо еще попробовать лично. Панини мартини, дыни в пустыне, супы из батата, акуна матата, кальмары в томате, в бунгало на пати, в шале на закате, фейсом в салате. Я запутался, мне всегда не хватает чего-то еще. Агуас де Бусот. Красиво звучит, да, для деревни вообще. Представь, да, если бы в Украине называли так деревня. Это было бы круто, да? У нас в основном так попроще немножко. Иваневка, Оленевка. Большинство жителей здесь это местные семьи, испанцы.
Поэтому это настоящее испанское село. Иностранцев тут мало. И написано, что люди очень дружелюбные и улыбчивые. Хотя мужчина поехал не сильно-то и улыбался, смотрел внимательно. Это вот сельская привычка смотреть внимательно на людей. Она везде, во всех странах одинаковая. Это потому, что они здесь все друг друга знают. И если, например, ты кого-то видишь, то ты, скорее всего, 99% знаком с этим человеком и должен поздороваться с ним. Поэтому все внимательно смотрят, чтобы махнуть, кивнуть. И если не узнают, то они с удивлением смотрят, думают, так, а кто же это такой? В украинских селах спрашивают в таком случае, когда видят незнакомого человека, спрашивают, чей ты? Ты кто? Ну, по крайней мере, когда ты был помладше, да, ты типа как ребенок, ты ж чей-то ребенок. И они так сразу напрямую, А чей вообще ты? в селах там же не просто так, там знают каждую семью Да, и да. весь род от бабушки к прабабушки до детей, в общем, всех детей, внуков. И у каждого, кстати, у каждой семьи есть кличка. Мы, допустим, были арендуты. Ну, на украинском языке. А почему арендуты? Потому что мы арендовали 30 гектаров земли, и это как бы арендаторы. Тацы арендаторы, арендуты сокращенно, вот так вот. Кто знает, есть ли в Испании тоже свои клички у местных жителей, у каждой семьи. Пишите нам в комментариях, будет интересно сравнить украинское село и испанское. По внешнему виду, конечно, абсолютно отличаются. В украинских селах дома стоят не в ряд, как здесь, а друг от друга отстоят, ну и спрятаны за заборами. А здесь, видите, традиционно строят улицы стеной. Стеной тулят дом к дому, и там уже за домами какие-то еще дворики. Ну, не знаю, почему так тесно строят. Тут же вроде как бы и вокруг... Места много. Да, места много, но все равно натулили все в кучу. Наверное, это традиция еще с тех пор, когда были города крепостями, когда надо было в одном месте как бы отгородиться на горе и защищаться. А теперь внимание, друзья, центральная площадь этого поселка. Смотрите, такая тихая, такая сельская, ни души Джаз нету. в окнах играет. Да, только из какого-то окна доносится джаз. А рядом церковь, и мы решили узнать, как она называется, и из разных источников нам разная информация приходит. GPT рассказывает, что это церковь Святого Лаврентия, а там на табличке написано, что это приход общины Святого Франциска Ассизского. Католический храм, прям пристроен к жилым домам. Вот так они любят, они все стеной строить. И нам стало интересно с Ладой, есть ли здесь хоть один магазин. Ну вот какой-то офис, по-моему. А может это как раз и есть магазинчик, но он не работает. Сегодня у нас вторник и, в общем-то, рабочий день. Сейчас 3 часа дня. Ни души на улице, вообще никого нету. Приблизительно 22 градуса, поэтому не сильно жарко, чтобы прятаться от жары. В общем, очень уютный поселок. И Лада говорит, что здесь еще продается Да. квартира. Я нашла еще одну квартиру, ну, нормальное жилье, жилое. То есть они начинаются от 110 тысяч евро. Вот квартира, которая 110 тысяч евро, 205 метров. Большая квартира, но она жилая. Здесь можно жить, здесь видно, что уже даже телевизор стоит, кухня встроена. То есть, ну, жилое, конечно, не новое, не такое, там, знаете, нафаршированное там всем. Конечно, и ремонтик где-то надо будет делать, и мебель еще ставить, потому что там ничего нет. Но это можно жить, но 110 тысяч. То есть такого дешевого жилья, вот Да. вообще хорошего и дешевого жилья здесь нет. Почему на некоторых сайтах люди выставляют цену по 20 тысяч за квартиру? Да, есть такие квартиры, их очень много, даже можно купить за 4, за 5 тысяч евро квартиру.
Но там такая вот приписочка внизу стоит: незаконно оккупированная квартира. То есть вы приобретаете эту квартиру, и у вас ее нет, потому что там живут другие люди, и вы должны за нее бороться, должны ходить в суды. То есть вот так вот. Да, дешево. Три часа дня. Ну, по поводу магазинов, смотри. Табакос здесь можно купить. Банкомат есть. Это вообще, возможно, это отделение банка здесь. Еще какой-то небольшой магазинчик дальше мы прошли. Ну, подожди, ну ты не заметил, сейчас вторник, Да, будний день. да. И все закрыто, да? Ну да, да, действительно. Понимаешь? Возможно, оно и работает, когда раз в неделю, когда-нибудь там. Я слышу там детские крики и шум. Это либо школа, либо садик. Поэтому смотрите, уже плюс этому селу. Это школа, ладно, тут дети уже не маленькие. Здесь уже, похоже, детям по 10 лет. Видишь, бегают, веселятся. Но это действительно достаточно развитое село. Это уже детский сад. С обратной стороны там была школа, здесь детский сад. И вот парк. Ну просто красотища. Классно, ухоженно. Я вообще не назвал бы это селом, это городок. Городок, поселочек, городского типа, можно сказать. Нету здесь животных на улицах, которые должны бегать. Никаких курей, никаких собак, никакого запаха навоза. Где? Это вообще не то, что мы ожидали увидеть. Мы хотели, наше типичное село, как у нас вот идешь, хата, забор, скотный двор, запах всего этого, вот, утоптанная гусями территория, везде какашки, лужи, Как положено. потом А это луг, разве село? на лугу пасутся коровы, а здесь ничего нету, ни заборов, ни коров, ни пастбищ, ни какашек. Ну разве это деревня? Это вообще, короче, мы искали долго глухую горную испанскую деревню, а нашли небольшой уютный городок на 1000 жителей. В котором жилье тоже не дешевое. Да. Где они тут сельским хозяйством занимаются, я не пойму вообще. А им нечего выращивать. Здесь только мандарины, я вижу даже деревья. Там фрукты какие-то, оливки, мандарины, гранаты, я не знаю, что еще. Вот, посмотрите, что. Угу. Как это все вкусно. О, там гранаты висят дальше, да? Да. Мандаринчики. Это кактус? Он мне алоэ напоминает. Ну, алоэ, наверное, это тоже кактус, да, какой-то? Огромное алоэ. Каменные домики, просто прелесть, посмотри. Это апельсины, это не мандарины. Тут стоят таблички, везде написано, что осторожно, оно может завалиться, туда не ходить, видите, ограждено все. Вон там наверху мы были сначала, и там продается дом за 59 тысяч. Он там затесался. Короче, это не стоит денег. Тратить деньги на эти развалюхи вообще не стоит. За 60 тысяч можно в Германии отличную квартиру найти. Ну, это огромная, я не знаю, усадьба, да, или что это? Вилла, шале. Вилла, шале. Да, они называют это шале, как отдельно стоящий дом с участком. А смотрите, он в любой момент может вообще просто сам по себе рухнуть. И представь, сколько надо мусора отсюда вывести. Или вот здесь его где-то складировать. Здесь уже навалили кучу мусора. Плитка висит на стенах чуть-чуть. Я сразу не могла понять, как это может дом быть без крыши. Что это за дом такой? Вот так вот. Он, наверное, очень старый. Смотри, какие двери были в нем. Страшно заходить. Но не снять это нельзя.
Видишь, там подпорки железные стоят, Да. чтобы это не рушилось. Чтобы на голову не упало. Несколько этажей. О, здесь когда-то бомжи жили. Может, и сейчас живут. А сейчас, видимо, не живут, потому что птицами загажено. Стоит такой себе большой матрац. Целая кровать двухспальная. И здесь участок крыши еще целый. Тут все для жизни есть. Стены есть, крыша есть. Видно, море есть. Там кровать даже есть на втором этаже. Даже кровать есть. Да. И ванна я видела там. Можно сейчас селиться здесь. Слушай, можем не уезжать отсюда, здесь Ну, остаться. окупасы. Нас отсюда не выгонят. Грязновато немножко, но, в общем-то, можно Уберем, навести порядок. наведем порядок, поставим кровать, стол, костер разведем. Будем смотреть на море. Пишите, друзья, все зависит от вас. Если вы скажете, живите тут, то мы поселимся с Ладой. Покупаем Покупаем. за 35 тысяч. Друзья, скидывайтесь. Каждый по 1 евро, и у нас будет 70 тысяч. Строим своими руками. Uno por tonto y ciego, hombre enamorado. Ay, mijo, llevo la chaqueta negra porque el corazón lo tengo frío. Hoy siento en el pecho una sombra, tus promesas fueron bromas. Y con la chaqueta negra cargo un duelo que me agobia. Mal parece que solo me quedé y tu cuento resultó solo humo. Qué desgracia toparme contigo aquel día que te vi por probar la dulzura. Наша остановка. Наша остановка называется Коста-Бланка, что переводится как побережье белого песка. Прямо к морю подъезжает этот трамвай. Вообще, если ехать на нем дальше, можно доехать до Бенидорма. Есть такой городок. Вы посмотрите, какие высокие дома здесь строят. То есть это очень разительно отличает Испанию от Германии. Здесь города как города, высотные здания. Такая застройка мне нравится. Просторно, дом от дома стоит на расстоянии, есть куда глянуть. Классно. То есть в самом Аликанте как-то неуютно там. Ну, это как в каменном мешке. Да. Здесь видно сразу, куда идти. В той стороне горы, в этой стороне море, променад с пальмами. Шикарно. Сейчас выйдем на самый длинный пляж в этой местности. Здесь вдоль всего пляжа идет прекрасная велодорожка со всей разметкой. Люди, смотрю, активно катаются. Пальмы. Ну, пальмочки, конечно, реденькие какие-то. Но если посмотреть дальше, вперед, там вроде как побольше. Какой большой пляж, ты посмотри. И Ничего себе. длинный, и широкий. Слушай, я ожидал большой пляж, но не настолько большой, конечно. Вообще широченный. И действительно белый песок, смотри. Вот это красота. Это мечта просто, Виталик. Мы попали в свою мечту. Даже в ноябре здесь люди загорают, отдыхают, купаются, играют в какие-то игры. Я представляю, что творится здесь летом. Но поскольку пляж огромный, то я думаю, Все можно, помещаются. да, можно расположиться. И там есть инфраструктура. Ой, я упал. И там я вижу инфраструктуру, и спасатели, и детские площадки, и, видимо, переодевалки тоже есть с туалетами. Но идти далеко. Если хочешь прилечь здесь, то переодеваться, наверное, придется так, как-то на месте. А, кстати, в это время переодевалки не работают совсем. Вон они там стоят. Все переодеваются здесь вот так вот. Некоторые, я видела, даже переодеваются не закрываясь, то есть топлес здесь свободно. То есть люди, я думаю, что где-то нудистские пляжи есть, то есть люди раскованы, и можно переодеваться на пляже, вот так никто тебе ничего не скажет. Лада пошла пробовать воду первой.
Нужно очень далеко заходить, чтобы окунуться. Вообще выходить не хочется, когда привыкаешь. Этот пляж в городе Сан-Хуан, он длится 3 километра. Это если брать просто вот непрерывность его. А если с перерывчиками там дальше потом еще пойти, в сумме около 7 километров длится. Просто очень классный пляж с вот таким морем. Представьте, 7 километров. В Аликанте находимся вместе с нашими родственниками. И они заходили уже в этот ресторанчик Каса Доминго. И сказали, что здесь дорого и слишком много людей. Посмотрите, тут просто все занято, все занято. И в соседнем ресторанчике, который называется Каса Джулио, тоже все занято. В общем, они нам посоветовали пройти немного дальше и найти кебабную, где можно купить кебабчик вкусный. Ну, по-нашему шаурму за 5 евро. Поэтому мы туда идем. Смотрите, какой шумный ресторан. Вау! Я думаю, где все люди с пляжа, а они здесь тусуются. Вот человек продает футболки, еще, оказывается, продают. Марокканцы, говорят, этим занимаются. А это набережная, она тоже очень длинная. Тоже наверняка длится не менее 3 километров, а потом еще дальше. Куда идем? Мы идем в ту сторону. После кебабной еще заглянем в скалистые пляжи, там, где отдыхают нудисты. А ты посмотри, они такие догадливые. Вообще. Дали нам шаурму, разрезанную пополам. Они поняли, что мы будем есть вдвоем. Что нам не надо так много, что Да. мы маленькие, и нам хватит по половинке, и разрезали, чтобы мы... Обычно приходится просить. Так, это кофе с молоком, Сказали один пикантный, один белый, какой-то бланка. белый просто. Бланка и пиканто. Да. Можно добавлять кетчуп и майонез, я так понимаю. Пахнет вкусно. Хочешь С с острым? пикантным начинкой. Ну да. Больше. А можно и то, да? Не переборщи только, он может быть очень острый. Попробуй его. Острый? Да, он же тебя предупредил, пиканто. Я даже шаурму теперь не могу почувствовать пока. Можешь убрать этот соус в сторону. Представьте, ладно. Мамочки, оно чем дальше, тем хуже. Сильнее, да, он же сказал, пиканто. У тебя, по-моему, слезы текут. Я не могу понять, подожди. Капуста, вкусная лепешка, курочка. Ну, сочный он или так себе? Не совсем. Суховатый, да? Ну, Нужно вкусный, смачивать. вкусный, довольно-таки вкусный, но они специально дают пикантный соус, чтобы потом уже было все равно. Очень много теста, видишь? Да. Такой толстый Но слой. оно У нас, вкусное, у нас обычно не так делают. И начинки не так много. Одно такое хрустящее, интересное тесто. Мне попалась часть с салатом, поэтому очень сочно. Грация. Very good. Там и кукурузка есть, очень оригинальный салат, не так, как у нас. Рецепт совсем другой. Шикарно, мне нравится. Городок Сан-Хуан стал для нас настоящим открытием. Оказалось, что он гораздо приятнее, спокойнее, привлекательнее, во всех смыслах лучше, чем Аликанте. Мы здесь ходим и такие думаем, почему мы сразу сюда не приехали? А потому что мы не знали о нем вообще. Про Аликанте мы слышали, ну, про вот такие крупные города, а про Сан-Хуан впервые. И оказалось, что здесь даже дешевле арендовать жилье на долгосрочный период и дешевле снимать посуточно
даже, по крайней мере в ноябре, как мы сейчас приехали. Совсем недалеко находится Сан-Хуан от Аликанте, это приблизительно вот как Ирпень от Киева, если вы знаете. Отдельный городок, и в нем настолько хорошо, настолько лучше пляж, чем в Аликанте, настолько просторнее в самом городе, столько много всяких заведений питания. Вместе с тем нету суеты, спокойно, размеренно, уютно, просто нет слов. 7 километров от пляжей, а там дальше горы. Я не знаю, тут для тех, кто любит пляжный отдых и так, чтобы не сидеть в одной бухте. Даже есть нудистский пляж для таких вот людей, которые любят. Для желающих уединиться есть нудистский пляж, и мы, кстати, прямо сейчас на него идем. Он находится там впереди, в скалистой области. Конечно, нудисты обычно уходят подальше от людей, туда, куда обычный турист не забредает. Это официальный нудистский пляж. Вам там ничего не сделают. Вас не накажут за то, что вы там будете загорать голиком. В общем, нам еще пару километров туда идти, поэтому сейчас мы будем пробираться по скалам и вам покажемся. Мы тут нашли оливковое дерево, посмотрите. Первый раз я вижу. Надеюсь, у нас, смотрите, это оливки. Я надеюсь. Ты будешь пробовать? Оливки. Да? Они прям черные растут, да? Я думал, они зеленые. Но они, конечно, не такие, как марино. Ой, слушай, у тебя зубы красные сразу. Может, это не оливки? Они горьковатые. Выплюнь. Не, ну вкус оливок такой жирный, явно такой маслянистый. А вдруг это несъедобное? У тебя во рту красно теперь. Умру. Ты мне еще нужна. Наконец мы выходим к морю. Мы с Ладой долго шли. Сразу море пахнет. О, напротив солнца. Слушай, ну бухточка совсем маленькая, и почему-то она в окружении вилл. Я думал, она будет в уединенном месте. В общем, здесь бухта, которая называется Кала де Канталар. И здесь нудистский пляж. Что-то не очень презентабельно выглядит. Возможно, нужно пройти дальше. Мы пришли на закате, солнце прямо в объектив светит, поэтому кадры получаются не столь выразительны. Да, Лада говорит, вот отсюда будет ее лучше видно, эту бухту. Ой, какой ужас! Посмотри, что это, водоросли? Да, тут такой запах водорослей стоит, жуть. Слушай, Ну, вернее, не жуть, это приятный запах морской, такой морских водорослей, как в Одессе. Ну, тут вообще нету пляжа, по сути дела, тут купаться негде, я не знаю. Неужели тут люди купаются? В ту сторону тоже. Что-то на нудистский пляж не очень похоже, и на фотографиях были более красивые места. Мне кажется, нужно пройти еще по побережью немножко. Но вот здесь уже немножко получше. Возможно, в коралках можно зайти и покупаться. А, ну да, тут девушки топлес есть, поэтому, скорее всего, это действительно нудистский пляж. Но девушки топлес есть везде. Я смотрю, можно вот там еще пройти поверху. Мы его нашли. Здесь нудистский пляж. Это больше похоже на такие места, Да. где любят нудисты прятаться, потому что здесь вот так можно под бережком на камешках сидеть, Только загорать. не упади. Солнце все время на горизонте там впереди, поэтому здесь постоянно солнце даже до вечера. И здесь можно нормально загорать, и сюда редко кто заходит, потому что, вы видите, по берегу не пройдешь. Купаться здесь неприятно, потому что камни, нужны коралки. И это идеальное место для таких людей, которые прячутся. Мы были в разных местах с Ладой. И на Черном море,
и на других морях, и всюду, почти всюду нудисты в таких труднодоступных местах загорают. Вот, еще прекрасный вид открывается отсюда на Аликанте. Видите, это уже Аликанте дальше, вот на горизонте. Просто напомню, сейчас ноябрь, и людей вообще мало везде. Я думаю, летом здесь полно нудистов, желающих позагорать. И они, возможно, вот здесь сидят, вон там где-нибудь. А сюда спускаются для того, чтобы покупаться. Как-то, наверное, можно сюда спрыгнуть. Ну, то есть можно не спрыгнуть, а сойти по тропинке вот так вот, вон туда, к воде. Я сейчас сойду, кстати, покажу вам, как можно здесь. Нет, здесь нормальный спуск. Лада говорит, не упади. Видите, вот так можно зайти. Конечно, это вам не лакшери пляж, совсем не лакшери. Но тут вот, например, тебя практически никто не видит ни с каких сторон, оттуда сверху. И такие я там одного нудиста увидел. Да, парень вообще очень незаметно стоял за скалой. Я увидел его только сверху, когда вот так проходил по краю. Его ниоткуда не видно. Вообще здесь, конечно, диковато. Неудобно, неуютно. Тебе не понравился нудистский пляж, да? Странновато, но на самом деле, но если ты хочешь равномерный загар. Ну то... ты бы сюда пошел загорать. Ну слушай, есть несколько вариантов. Например, ты живешь рядом. Чем тебе идти куда-то, бог знает куда, то можно покупаться и здесь. Да, просто здесь рядом песчаный пляж, поэтому как бы есть альтернатива. А если, например, брать ту же Хорватию, там почти везде что-то наподобие, поэтому, ну, почему бы и нет. В Германии штрафы, в Италии мафия, в Зимбабве жирафы, в Испании трафик, деньги в казну, в другую страну, евро и баксы, я замотался, я запутался. Мне всегда не хватает чего-то еще. Я запутался. Мне всегда не хватает чего-то еще.